Вы готовы к бою? Мел Гибсон. Блестящий голливудский актер, сценарист, режиссер и продюсер. Голубоглазый сердцеед, гений, обладатель 2 Оскаров и статуса лучшего режиссера премии «Золотой глобус», многодетный отец, меценат и миллионер. Но мистер Гибсон еще и дебошир, скандалист, а также был любимым актером покойного лидера КНДР Ким Чен Ира. Пришла пора раскрыть все секреты легендарного актера в нашем видео, которые мы сделали по многочисленным просьбам подписчиков. Микс-шоу представляет. Как живет Мел Гибсон и что с ним стало? Мел Калум Килли Джерард Гибсон появился на свет 3 января 1956 года в пригороде Нью-Йорка и стал 6-м ребенком в ирландской католической семье. Свое имя мальчик получил в честь святых Мела и Калум Килли, которого почитают как одного из 12 апостолов Ирландии. Родители Энн Патрисия и Хаттон Гибсон, простые, глубоко религиозные люди, видели смысл жизни в детях, благодаря чему семья получилась действительно большой. Всего у них родилось 11 детей. Большое будущее Мела наверняка было заложено генетически, поскольку бабушка по отцовской линии блистала в австралийской опере, а дедушка владел прибыльным табачным бизнесом на юге Америки, считаясь миллионером. Второй составляющей в формуле успеха являлись безграничная любовь и забота родителей, которые делали для своих отпрысков все возможное. Однако семью нельзя было назвать обеспеченной. Отец служил кондуктором на центральной железной дороге Нью-Йорка, на которой в итоге получил производственную травму. Обладая высоким IQ и железной волей, Хаттон через суд добился от бывшего работодателя существенной компенсации в $145 тысяч. Кроме того, острый ум позволил выиграть ему $21 тысячу в международной телеигре, которые очень пригодились, когда на горизонте США наметился масштабный военный конфликт во Вьетнаме. Глава семейства не стал рисковать жизнями детей, которых в будущем могли призвать на службу в горячей точке, и принял решение о переезде семьи в Австралию. Мел благополучно отучился в школе, получив параллельно духовное образование и мечтая о профессии журналиста. Но в выборе будущего дела молодой человек во многом обязан своей сестре, которая, зная артистичность брата и страсть к розыгрышам, подала от его имени заявку в Сиднейский национальный институт драматического искусства. Сам Гибсон желанием явно не горел и накануне прослушивания крепко выпил и подрался, из-за чего имел весьма помятый вид. Удивительно, но такой образ понравился, и он приступил к учебе, поселившись в Сиднее вместе с друзьями, среди которых был будущий обладатель Оскара Джеффри Раш. Еще будучи студентом, Мел снялся в своем первом фильме «Жаркое лето», за который получил всего $400. А сразу после окончания вуза стали поступать предложения о ролях в кино, а также приглашение в государственную театральную труппу. Первые же шаги принесли успех. Практически одновременно на экраны выходит картина «Тим», которая была положительно оценена критиками, и культовый фильм «Антиутопия» режиссера Джорджа Миллера «Безумный Макс». Ты перебелишь ее за 10 минут. А если ты везунчик, ты сумеешь перебелить свою лодыжку за 5 минут. Атмосферное роуд-муви принесло начинающему актеру славу и гонорар в $15 тысяч австралийских долларов, а со временем стало самым успешным австралийским фильмом, собрав в мировом прокате свыше $100 миллионов. На главную роль молодой актер поначалу не рассчитывал, поскольку на кастинг явился после очередной драки. Его лицо распухло от ссадин и синяков, поэтому ему было предложено пройти пробы через несколько недель на роли разных фриков. Когда Мел, приведя себя в порядок, вернулся на прослушивание, ему тут же предложили попробоваться на роль Макса. Никто не узнал в импозантном красавце вчерашнего забулдыгу. Судьба подбрасывает Мелу один подарок за другим. На этот раз успех ждал его в личной жизни, в лице очаровательной помощницы стоматолога Робин Мур.
Пара познакомилась в Аделаиде, куда актер приехал на гастроли с театром. Но есть и альтернативная версия, согласно которой знакомство состоялось с помощью брачного агентства. Возможно, обратиться к профессиональным свахам потребовалось из-за того, что в молодости Гибсон страдал комплексом неполноценности. Заводил многочисленные мимолетные романы, дрался, пьянствовал и влипал в неприятные истории. После одной из драк Мел оказался на пороге смерти, что стало причиной серьезной жизненной перезагрузки. В 80-м году Мел и Робин заключили брак, который оказался очень крепким, просуществовал почти 30 лет и подарил миру 7 детей, 5 сыновей и 2 дочерей. Обретя надежный тыл в лице жены, Гибсон продолжил покорять экраны. В 81 году он снова снялся у Миллера в «Безумном Максе 2. Воин дороги». Третьего дня я видел машину, которая бы вам подошла. Хотите отсюда уйти? Обращайтесь ко мне. Фильм был хорошо принят зрителями и оценен критиками. Упоминался как один из лучших фильмов этого года. Самому Мелу съемки принесли $120 тысяч. В то же время выходит еще ряд удачных картин. Военная драма «Галлиполи» о тяготах Первой мировой войны, за которую Гибсон получил $35 тысяч австралийских долларов. Боевик о Второй мировой войне «Штурмовой отряд Z», принесший актеру $1000 австралийских долларов, и мелодрама «Год, опасный для жизни», партнершей в которой была Сигурни Уивер. В следующие несколько лет Гибсон вихрем врывается в Голливуд, снимаясь в череде первоклассных фильмов. В 1984-м выходит приключенческая драма «Баунти». Затем актер появляется в драме «Река», отмеченной несколькими номинациями на «Оскар», и мелодрама «Миссис Софил». Известностью актера решила воспользоваться японская пивоваренная компания «Асаши» и подписала с Мелом контракт на $1 миллион, согласно которому актер должен был регулярно появляться на публике с баночкой пива. Свои обязательства Гибсон выполнял очень ответственно, выпивая за день 7-8 банок подряд. А на предложение заменить напиток чаем или водой всегда давал отказ. Возможно, это сыграло с Гибсоном злую шутку, поскольку примерно в это же время он был лишен прав на 3 месяца и приговорен к штрафу в $400 за езду в нетрезвом виде. В 85-м выходит 3-я часть франшизы про «Безумного Макса», в роли которого Гибсон снимется последний раз. «Безумный Макс 3. Под куполом грома» вышел зрелищным и динамичным, а гонорар Мела составил уже $1 200 000 австралийских долларов. 1 час. Допустим, найдешь вора. Попрошу вернуть украденное. О, и он с радостью очистит свою совесть. Я уверен. А, ты так крут. Окончательно утвердить свои позиции в Голливуде Мелу помогает главная роль в мегапопулярном боевике «Смертельное оружие» 1987 года. $100 000. $100 000. Въехал! Шутите? Да не бакса. 100 000? Извините, жалование не позволяет. Мартин Рикс, образ которого ювелирно создал Мел, вошел в число лучших кинематографических персонажей по версии журнала Empire. Для фильма были сняты альтернативные начала, представляющие главного героя в менее дружелюбном свете, и концовка, которую можно посмотреть на DVD. Успех первой части подтолкнул создателей к съемкам сиквела, но в промежутке Гибсон появился в криминальном триллере «Пьяный рассвет». Уже в процессе съемок «Смертельного оружия 2» в 1989 году становится понятно, что убивать такого яркого персонажа экономически невыгодно. И изначальный сценарий переписывается с заделом на будущие части боевика, которых в общей сложности вышло 4. Рикс, минуту. Что? Что написано? То же, что и здесь, но мне наплевать. Ради съемок в продолжении Мелу пришлось отказаться от роли в фильме «Бэтмен». Однако именно прекрасная игра еще в первой части подарила Гибсону воплощение мечты любого актера. Роль Гамлета в экранизации шекспировской трагедии. Сцена попытки самоубийства Рикса настолько потрясла режиссера Франко Дзеффирелли, что он видел в главной роли только Мела. Финансировать классику не хотела ни одна крупная кинокомпания.
Поэтому Гибсону пришлось организовать свою собственную, чтобы съемки все-таки состоялись. Так родилась Icon Production, под эгидой которой вышло больше 20 фильмов. В качестве логотипа для своей компании Мел Гибсон взял фрагмент Владимирской иконы Божьей Матери. Начало 90-х принесло Гибсону много работы. На экраны вышли картины «Птичка на проводе», «Вечно молодой» и военный боевик «Эйр Америка», за работу в котором он получил $7 миллионов. В 1992 году поклонников ждало продолжение боевика о Мартине Риксе. Третье по счету «Смертельное оружие» имело огромный кассовый успех и сделала Гибсона богаче на $10 миллионов. Следом в прокате прогремел комедийный вестерн «Мэверик», за который Мел получает еще больший гонорар в размере 15 миллионов. Я мог сказать Шулер, но не трус, и я... Шулер? Шулер? Я просто шутил. Шутил? Да. Не люблю таких шуток. Кроме того, амбициозный австралиец пробует свои силы в режиссуре, сняв свой первый фильм, а также играя в нем главную роль. Картина «Человек без лица», вопреки надеждам, успеха не принесла. Чего нельзя сказать о следующем творении мистера Гибсона. Драма о борьбе за независимость Шотландии «Храброе сердце» буквально взорвала экраны. Передайте королю, что Уильям Оллис рабом не будет. И ни один шотландец, пока я жив. Доказательством признания служат 10 номинаций на «Оскар», 5 из которых были присуждены картине. В том числе и Мелу Гибсону в категории «Лучший режиссер». Кроме того, как лучший режиссер, он получил и «Золотой глобус». История создания фильма связана со многими интересными фактами. Например, персонажу Мела, согласно истории, всего 20 лет, когда самому актеру в тот период уже исполнилось 38. Изначально фильм был намного жестче, но ради снижения возрастного ценза многие спорные сцены пришлось вырезать. Имели вопросы к фильму и зоозащитники, которые не верили в то, что на площадке не пострадала ни одна лошадь. Гибсону удалось выкрутиться из скандалов, доказав, что некоторые скакуны на съемках были механическими. А в 2000-м на специализированном аукционе меч, которым в фильме сражался Гибсон, был продан за $170 тысяч. В 1995 году Мел попробовал себя в жанре мультипликации, приняв участие в озвучке сразу двух проектов «Каспер» и «Покахонтас». Сразу после этого последовали два триллера, за которые Гибсон получил по $20 миллионов. «Выкуп» и «Теория заговора». В 1998 году на экраны выходит «Смертельное оружие 4», и Мел снова пробивает свой собственный потолок гонорара и получает за роль $25 миллионов. Помимо этого, он заключает выгодный рекламный контракт с японской компанией Subaru и снимается в ролике, в котором управляет праворульным седаном Legacy на дорогах Стокгольма и Нью-Йорка. Кстати, сам Мел остановил свой выбор на другом детище японского автопрома и владеет скромным седаном Toyota Cressida. На рубеже веков зрители увидели Мела в боевике «Расплата» и детективном триллере «Отель $1 миллион», а также услышали его голос в мультфильме «Побег из курятника». Запомнилась зрителям и историческая драма «Патриот», за которую Гибсон получил гонорар в размере $25 миллионов. Я считал, что вы патриот. Если быть патриотом означает возражать против таких налогов, то да, я патриот. Примечательно, что по просьбе Мела в сценарий было внесено существенное изменение. К прописанным в роли 6 детям добавили еще одного, потому что у него у самого на тот момент было 7 детей. Особое место в карьере Мела, безусловно, занимает фильм «Чего хотят женщины». А тебе не хочется встретиться с женщиной, которая носит нормальное белье, прикрывающее всю задницу? Нет, но если захочется, я позвоню тебе. Любитель розыгрышей и различных мистификаций, он блестяще играет обаятельного ловеласа, получившего после удара электричеством способность слышать женские мысли. Комедия имела оглушительный успех и собрала в мировом прокате $374 миллиона, что обеспечило ей 4-ю строчку рейтинга самых успешных фильмов 2000 года. Одновременно Мел засветился в масштабной фармацевтической войне, которую развязало агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США, пытаясь ограничить употребление американцами витаминов. В качестве протеста Гибсон снялся в ролике, в котором к нему домой врывается спецназ.
Актер в домашнем халате и баночкой витамина С заявляет силовикам: это всего лишь витамины. С приходом нулевых Гибсон снимается не так активно, как на протяжении последнего десятилетия. С его участием выходят фильмы «Знаки» и «Мы были солдатами», которые в общей сложности принесли ему $50 миллионов. Детективный мюзикл «Поющий детектив» и сериал «Настоящие дикари». Все больше сил и ресурсов Мел тратит на собственные проекты, в которых занимает режиссерское кресло. Настоящим событием в мире кино стала его религиозная лента «Страсти Христовы», вышедшая в 2004 году. Фильм шокировал общественность, рассказывая о 12 последних часах жизни Иисуса Христа. В нем все диалоги ведутся на реконструированном арамейском, древнееврейском языках и латыни. Сам Гибсон уже после релиза объявил, что автором является Святой Дух, а он является лишь проводником. Он даже пожертвовал католической церкви $100 миллионов. Съемки проходили крайне тяжело. Исполнителя главной роли постоянно преследовали травмы. В том числе в него ударила молния. Для пущей достоверности от компьютерной графики решено было отказаться, поручив всю работу гримерам, на что требовалось 10 часов. Кроме того, актер, сыгравший Иисуса, несколько раз случайно получал настоящие удары плетью и нес не бутафорский, а самый настоящий крест весом в 70 килограммов. Благодаря такому самоотверженному и скрупулезному подходу фильм получился грандиозным. Потрясена была вся общественность, включая папу римского Иоанна Павла II, который высоко ценил работу, а дочь Гибсона Ханна настолько впечатлилась, что изъявила желание уйти в монахини. Неудивительно, что у фильма феноменальные сборы. Во всем мире он собрал $609 миллионов, что до сих пор обеспечивает ему место в первой десятке самых кассовых фильмов категории 17+. После съемок Мел решает купить себе утопающий в зелени тропический остров Манго площадью в 22 квадратных километра на архипелаге Фиджи за $15 миллионов. Он заявил, что собирается сохранить остров в его первозданном виде для отдыха и слово свое сдержал. Спутниковые снимки показывают лишь грунтовую взлетно-посадочную полосу, усадьбу Мела Гибсона в северной части острова и дома местных жителей, которым актер платит зарплату. Следующим масштабным проектом кинокомпании Icon стала мистическая картина «Апокалипсис», основанная на историческом эпосе и легендах племени майя. Гибсон выступил в роли продюсера, режиссера и сценариста. Как и в других своих фильмах, Мел попытался добиться максимальной достоверности и не доверился компьютерной графике. Съемки велись в основном в мексиканском штате Веракрус, а ступенчатые пирамиды являются воссозданными моделями настоящих. В фильме майя предстают предельно жестокими людьми, что негативно восприняли многие историки. А представители одной из этнических общин подали жалобу в комиссию по правам человека штата Юкатан. В это же время случился громкий скандал, когда Мела вновь арестовали за вождение в нетрезвом виде. На этот раз звезда вела себя совсем неадекватно, выкрикивая антисемитские лозунги. Эта выходка чуть не стоила Гибсону репутации, но он снова вышел сухим из воды, принеся публичные извинения и заявив о неких затмениях, которые иногда на него находят. После этого случая Гибсон на 10 лет уходит в тень и не снимает своих фильмов. Мечтая об уединении, в 2007 году Мел покупает поместье площадью в 162 гектара на побережье Коста-Рики. Он давно заприметил этот живописный уголок, когда искал натуру для своего фильма «Апокалипсис» и не пожалел на него $26 миллионов. Ранчо представляет собой виллу, окруженную тропическими лесами, с очаровательным внутренним двориком. В доме находится несколько спален в классическом колониальном стиле, столовая с преобладанием дерева в интерьере и бассейн на территории. Позже Мел попытается продать дом за $35 миллионов. Ведь мистер Гибсон не только хороший актер, но и неплохой бизнесмен, знающий толк в коммерции. В том же 2007 году он продал другое свое поместье в стиле Тюдоров в Коннектикуте за $40 миллионов, которое приобрел в 1994 году за $9 миллионов. Этот почти замок в 15 спален окружает потрясающей красоты сад, а интерьеры гостиной с камином, библиотеки и столовой поражают богатством и очаровательной старомодностью. Перерыв в творчестве и покупку недвижимости, впрочем, можно объяснить очень сложной ситуацией в личной жизни актера. Весной 2009 года просочились слухи о том, что крепкая семья Мела распалась.
Якобы супруги вот уже 3 года не проживают вместе. Вскоре Гибсон приходит на премьеру фильма «Люди Икс. Росомаха» с пианисткой и певицей русского происхождения Оксаной Григорьевой. С Гибсоном она познакомилась во время съемок одного из фильмов. И очень скоро очарованный актер стал продюсером ее музыкального альбома. Есть версия, что знакомство состоялось не случайно, а благодаря известному в определенных кругах своднику Пете Листерману. Однако подтверждений этому нет. После совместного выхода в свет и новости о том, что Оксана находится на 4-м месяце беременности, Робин подала на развод и отсудила у неверного мужа половину его состояния, которое составляло $850 миллионов. Кроме того, Мел обязан до конца жизни отчислять половину своих гонораров бывшей жене. А чуть позже ей отошли 2 особняка в Малибу общей стоимостью $22,5 миллиона. В целом, размер отступных при разводе Гибсонов считается одним из самых крупных в истории Голливуда. В октябре 2009-го у Мела и Оксаны родилась дочь, которая для актера стала 8-м ребенком. Семья вместе с новорожденной Анной Люсией поселилась в особняке стоимостью в $11,5 миллионов, расположенном в Малибу, который Мел купил у своего друга Дэвида Духовны. Но семейная жизнь не заладилась, и уже через полгода пара рассталась. А еще через несколько месяцев Григорьева заявила в полицию о том, что подверглась физическому насилию со стороны Гибсона. На Мела завели уголовное дело, которое завершилось для него условным сроком в 3 года, штрафом $400 и запретом приближаться к их общей дочери. Также суд постановил выплатить гражданской супруге отступные в размере $750 тысяч и выплачивать по $40 тысяч в месяц до достижения ребенком 18 лет. Также в распоряжение Оксаны поступил коттедж в Шерман-Оукс, купленный Гибсоном в 2009 году за $2,4 миллиона. Расходы по содержанию дома суд также возложил на Мела. Но женщине и этого было мало, и она обнародовала в сети запись телефонного разговора с Мелом, в ходе которого он позволяет себе расистские выпады. Это чуть не стоило актеру карьеры и доброго имени. От него отвернулись очень многие, и лишь Джоди Фостер, Роберт Дауни-младший, Роберт Родригес и Сильвестр Сталлоне протянули ему руку помощи. Благодаря Родригесу и Сталлоне он позднее снялся в фильмах «Мачете убивает», в котором впервые сыграл злодея, и «Неудержимые 3». Он думает, я шучу. Я не шучу. Ты еще меня злым не видел. Ты будешь очень впечатлен и очень мертв. В результате грандиозного скандала затянулась работа над боевиком «Веселые каникулы» и сорвалась премьера эксцентричной трагикомедии «Бобер», премьера которой планировалась на декабрь 2010-го с расчетом на номинации «Оскар». Но выход состоялся лишь в мае 2011-го. Премьера успеха не имела. Картина с треском провалилась в прокате. В довершение ко всем бедам 2010-го актер угодил в автомобильную аварию, разбив свой автомобиль Мазерати о скалу на одной из дорог Малибу. К счастью, Гибсон не пострадал. Чего не сказать о его машине, которую с места пришлось увозить эвакуатором. После этого актер решил пересесть на демократичный электрокар Smart и ездит на нем уже много лет. Мел попытался забыться в новом романе, и в 2012 году стало известно о его отношениях со спортсменкой Эшли Кусато. Но союз очень быстро распался. Следующий период жизни Мела можно назвать перезагрузкой. Полная тишина как в личной, так и в профессиональной жизни. Только в 2016 году Гибсона ждала оттепель. Вышел боевик «Кровный отец». Мел выпустил фильм по соображениям совести, который принес ему номинацию на «Оскар» в категории «Лучший режиссер». А также стало известно о том, что его новая подруга Розалинд Росс подарит ему 9-го ребенка. 20 января 2017 года у пары родился малыш, которого они назвали Ларсом Джерардом. Таким образом, в рейтинге самых многодетных отцов-актеров Мел уступает только Чарли Чаплину, у которого было 11 детей. Но что-то подсказывает, что Гибсон еще поборется за первое место. За последние годы Гибсон поучаствовал в качестве актера в таких фильмах, как «Закатать в асфальт», «День курка», «Сила стихии», «Опасный» и «Здравствуй, папа, Новый год 2».
Кто знает, зачем уткам нужны перья? Зачем? Между попицу прикрывать. Детки, а как вам такой прикол? 2 дохлых шлюх выбросила на... Тихо. Ты что, заткнись, пап. Помолчи. Самым примечательным можно назвать драму «Игры разумов» 2018 года, работа над которой велась целых 17 лет. В итоге съемки сопровождались скандалами и судебными тяжбами. Так, выпускающая ленту кинокомпания Voltage Pictures наложила запрет на съемки в британском Оксфорде. Причинами назывались перерасход бюджета и нехватка времени на съемки, в результате чего их перенесли в Ирландию. Разъяренный Гибсон не смог простить такого издевательства над своим фильмом и через суд пытался запретить его выход. Но у него ничего не вышло, и в отместку он лишь не стал участвовать в рекламной кампании. В 2020-м состоялась премьера комедийного боевика «Охота на Санту», где актер сыграл главную роль. Помнишь, как я подсела на готовку веганских печенек без сахара? Да. Мне повезло выжить, зато я сбросил 6 кило. После всех судебных разбирательств и уплаты алиментов состояние Мела Гибсона насчитывает $425 миллионов. Причем, по подсчетам некоторых открытых источников, Мел получил за фильм «Страсти Христовы» рекордные для одного проекта 450 миллионов, вложив в него 30 миллионов своих персональных сбережений. По самым последним данным, Мел не сидит без дела. Ходят упорные слухи о том, что Гибсон сядет в режиссерское кресло «Смертельного оружия 5». Кроме того, вскоре планируется выход триллера «Вальдо» и мини-сериала «Континенталь». А главной интригой будущего года станет потенциальный выход второй части эпохального фильма о жизни, смерти и воскрешении Иисуса Христа «Страсти Христовы. Воскрешение». Мы постарались как можно ближе познакомить вас с блестящим актером, талантливым режиссером и неординарным человеком Мелом Гибсоном. Как вы думаете, сможет ли он удивить мир новыми шедеврами, подобными фильмам «Храброе сердце» и «Страсти Христовы»? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного.